Всем привет! В этом видео я буду рисовать маркерами и немного расскажу и о бумаге для них, и о самих маркерах. Вот такой я купила блокнот, китайская фирма Art, я так думаю. Я пыталась найти ее в интернете, но так и не нашла. Вот так он выглядит, размер А5, плотность 120 грамм на метр квадратный и 40 листов. А все остальное тут на китайском, так что если кто знает фирму, то пишите в комментариях. Я взяла в качестве референса вот такую картинку, просто из интернета. Я не планирую использовать ее в коммерческих целях, так что если автор этого фото смотрит мое видео, то не переживайте. Все же я немножко изменю скетч. Я заранее сделала выкраску. Для кружки я использую зеленый и черный, и желтый плюс красный, чтобы сделать цвет печенья и корицы. Также я использую вот этот теплый серый и бежевый. Бумажка пока не подводит, не отпечатывается на втором листе, но все равно немного просвечивает. Сейчас буду делать контрольную выкраску, смешивать и тестировать цвета. Маркеры у меня тоже китайские, это фирма Touch New. Я заказывала их еще в 2006 году. Прошло чуть больше 2 лет, 28 из 40 маркеров до сих пор рисуют. Если вам интересно, то отпишитесь, я могу скинуть на них ссылку и рассказать про них подробнее. Я подбираю цвет для печенья, смешиваю разные цвета. Для кружки я использовала зеленый и черный, чтобы подчеркнуть осветление около блика. Подписываю номера маркеров, чтобы не забыть. Вот в такой сумочке мне пришли маркеры, их очень удобно хранить. Только не забывайте, что хранить их нужно не стоя, как я поначалу это и делала, потому что чернила перетекают в один конец. Хранить их нужно лежа. Я стираю излишки карандаша и приступаю к раскрашиванию. Еще я для себя отметила карандашом блики, но в итоге все равно закрасила блик на ручке. Это можно легко поправить белой ручкой, либо в фотошопе. Буквы я решила обвести обычной гелевой черной ручкой, потому что кончик у маркера толстоват для мелких деталей. Тем не менее, кругляшки я обрисовываю без особых проблем. Добавляю зеленый, причем стараюсь красить поверх черного, чтобы смешать эти два цвета для более плавного перехода. При таком покрасе один цвет как бы немножко растворяет другой, потому что это все-таки спиртовые маркеры, и они очень плавно смешиваются. Замечу, что бумага хорошо держит цвет, чернила не растекаются, мои кругляшки не заплывают. Я раскрашиваю корицу, смешиваю бордовый и бежевый.
Для печенек я использую те же цвета и добавляю красную бусину. Белый цвет на снеговике я оттеняю теплым серым. В моей палитре это WG3. Так как остальные коричневые у меня засохли, я использую вот такой прием, чтобы сделать оттенок более темным. Я прислоняю кончик более светлого цвета к кончику более темного и жду, пока пропитается чернилами, и подкрашиваю нужный участок. Затем я закрашиваю пряничный домик, потом тарелочку. На фото она темнее, ближе к черному, но я решила взять темный, теплый серый цвет. Теперь крашу зефирки, оттеняю их бежевым и теплым серым цветом. Это опять же от недостатка цветов. Если у вас тоже ограниченная палитра, потому что зачастую маркеры очень дорогие, и особенно фирменные, профессиональные, такие как Copic или Touch, то вы можете использовать эти приемы, такие как смешивание цветов или замена одного цвета другим, как я поступила с зефирками. Теперь я добавляю тень на печенюшки и шоколадную крошку на зефирки. Почти готово. Осталось подобрать фон. Я на отдельном листочке делаю выкраску и прикладываю эти листочки к рисунку. В итоге я остановилась на таком темно-шоколадном фоне. Наш рисунок готов. Спасибо всем, кто дождался это видео. Наконец-то я разобралась в Final Cut.
Ну, конечно, не до конца, но достаточно, чтобы закончить наконец это видео. И спасибо всем за просмотр и до новых встреч! Ну что же, блин, попробуем записать. Надеюсь, я не накосячу. Накосячу, придется не выкладывать. Все старания, блин, на смарку.